от борьбы к равновесию. А можно ли как-то противостоять равновесным силам? Именно этим мы с вами каждый день и занимаемся. Вся жизнь состоит из борьбы с равновесными силами. Все трудности, неприятности и проблемы связаны с работой равновесных сил. В любом случае противодействие равновесным силам бессмысленно, они все равно будут делать свое дело. Усилия, направленные на устранение следствия, ни к чему не приведут. Напротив, ситуация будет только усугубляться. Единственное средство против равновесных сил – это устранение причины, а именно снижение породившего их избыточного потенциала важности. Жизненные ситуации настолько многообразны, что нельзя дать универсальный рецепт для решения всех проблем. Я здесь могу привести только общие рекомендации. Каждый человек только тем и занимается, что строит стену на фундаменте важности, а затем пытается перелезть через нее или пробить головой. Вместо того, чтобы преодолевать препятствия, не лучше ли вытащить кирпич из основания, чтобы стена рухнула? Все мы отчетливо видим свои препятствия. Но увидеть, на каком фундаменте они держатся, далеко не всегда просто. Если вы столкнулись с проблемной ситуацией, постарайтесь определить, где вы перегибаете палку, на чем зацикливаетесь, чему придаете избыточное значение. Определите свою важность, а затем откажитесь от нее. Стена рухнет, препятствие самоустранится, проблема решится сама собой. Не преодолевайте препятствия, снижайте важность. Снижать еще не означает бороться со своими чувствами и пытаться подавить их. Избыточные эмоции и переживания есть следствие важности. Устранять следует причину отношения. Можно посоветовать относиться к жизни философски, насколько это возможно. Хотя этот призыв уже набил оскомину. Необходимо осознать, что важность не принесет с собой ничего, кроме проблем, а затем намеренно снизить ее. Понижение внешней важности не имеет ничего общего с пренебрежением и недооценкой. Напротив, пренебрежение есть важность с обратным знаком. К жизни нужно относиться проще. Не пренебрегать, но и не приукрашивать. Поменьше размышлять о том, какие люди хорошие или плохие. Принимать мир в его обыденном проявлении. Понижение внутренней важности не имеет ничего общего со смирением и самоуничижением. Каяться в своих ошибках и грехах то же самое, что выпячивать свои достоинства и достижения. Различие здесь только в знаке, плюс или минус. Ваше раскаяние может быть нужно только маятникам, желающим установить над вами контроль. Примите себя таким, как есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою, вы не важны и не ничтожны. Если ваше положение очень сильно зависит от какого-то события, найдите запасной вариант. Чтобы спокойно пройти по бревну, нужна страховка. В каждом конкретном случае она будет своя. Просто задайте себе вопрос, что может служить в данном случае в качестве страховки. Помните, что бороться с равновесными силами бесполезно. Страх или волнение подавить нельзя. Можно только снизить важность. А это может только страховка или запасной вариант. Никогда не ставьте все на одну карту, какой бы верной она ни была. Единственная вещь, которая не создает избыточный потенциал, это чувство юмора, способность посмеяться над собой и беззлобно, чтобы не обидеть, над другими. Уже одно это не позволит вам превратиться в бесчувственный манекен. Юмор – это само отрицание важности, карикатура на важность. При решении проблем необходимо соблюдать одно золотое правило. Прежде чем браться за решение проблемы, необходимо снизить ее важность. Тогда равновесные силы не будут мешать, и проблема решится легко и просто. Для того, чтобы снизить важность, необходимо для начала вспомнить и отдать себе отчет, проблемная ситуация возникла вследствие важности. До тех пор, пока вы, как во сне, не объясните себе, что любая проблема есть порождение важности, и погрузитесь в эту проблему с головой, вы будете всецело во власти маятника. Остановитесь, отряхнитесь от наваждения и вспомните, что такое важность. Потом намеренно измените свое отношение к ее объекту. Это уже не трудно. Ведь вам известно, что всякая значимость только мешает. Главная трудность состоит в том,
чтобы вовремя вспомнить, что вы барахтаетесь во внутренней или внешней важности. Для этой цели требуется ваш смотритель, внутренний наблюдатель, который постоянно следит за всеми вашими внутренними ценностями. Мысли человека захватываются важностью точно так же, как мышцы непроизвольно напрягаются. Например, когда вас что-то гнетет, мышцы плеч или спины находятся в спазматическом напряжении. Вы не замечаете этого напряжения, пока не появится боль. Но если вовремя вспомнить и обратить внимание на свои мышцы, вы сможете сбросить зажимы. Ловите себя на важности всякий раз, как готовитесь к какому-то событию. Если событие для вас действительно имеет большое значение, не нагнетайте еще больше. Лучший рецепт – спонтанность, импровизация, легкое отношение. Подготовка должна быть только в качестве страховки. Ни в коем случае нельзя готовиться серьезно, и тщательно это усиливает важность. Бездеятельное переживание еще больше нагнетает ее. Потенциал важности рассеивается действием. Не думайте, действуйте. Если не можете действовать, не думайте. Переключите внимание на другой объект, отпустите ситуацию. Наивысшей эффективности любого действия можно добиться, если убрать фокус внимания с себя как исполнителя из конечной цели и перенести его на процесс выполнения действия. В этом случае я не выполняю важную работу, и работа не является важной. Таким образом устраняются избыточные потенциалы, и равновесные силы не мешают. Действие выполняется бесстрастно, но вовсе не расхлябанно и не беззаботно. У вас может возникнуть сомнение, почему необходимо убрать фокус внимания с конечной цели. Как можно выполнять работу, не думая о конечной цели? Понимание этого неочевидного факта придет к вам в следующих главах книги. Почему иногда получается так, что вы очень опасаетесь какого-нибудь события, постоянно думаете о нем, представляете в своем воображении всякие сопутствующие сложности и проблемные ситуации, а в итоге все оканчивается просто и благополучно? И наоборот, бывает, что вы относитесь к предстоящему событию легкомысленно, а получаете совершенно непредвиденные неприятности. В первом случае оценка события зашкаливает в негатив, а во втором в позитив. То, что получается в финале, это результат действия равновесных сил. Силы должны уравновесить искусственно созданный вами избыточный потенциал, это они и делают. Можно предположить, исходя из этого, если я намеренно перед экзаменом буду рисовать самые страшные картины, тогда наверняка получу высшую оценку. Как бы не так. Это искусственное намерение. Такое намерение есть продукт разума, а не души. Вы можете пытаться обмануть себя, однако это будет всего лишь бутафория, не имеющая под собой энергетической основы. Энергетическую основу имеет только намерение души. Именно поэтому нельзя получить желаемое простой визуализацией картины. Но об этом мы будем говорить позже. Никогда, ни при каких обстоятельствах не хвалитесь даже тем, что совершенно справедливо заслужили. А уж тем более тем, чего еще не достигли. Это крайне невыгодно, потому что равновесные силы в этом случае будут действовать всегда против вас. Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Если вы находитесь в гармоничном равновесии с окружающими маятниками, то есть бьетесь с ними в унисон, тогда ваша жизнь протекает легко и приятно. Вы как бы вошли в резонанс с окружающим миром, получаете энергию и без особого труда достигаете своей цели. Если вы довели себя до такого состояния, что жить в равновесии с окружающим миром практически невозможно, например, муж избивает, тогда следует подумать о том, чтобы сделать решительный шаг и сменить свое окружение. Может, вам кажется, что уйти некуда. Это внушение маятника, которому выгодно держать вас при себе. Выход всегда есть, и не один. Вспомните про муху на стекле, которая не видит открытую форточку. Следует только избегать необдуманных резких движений. Оптимальный выход найдется сразу, как только вы снизите важность и освободитесь от влияния деструктивного маятника, не дающего жить спокойно. Способы освобождения вам теперь известны: провал или гашение. На этом я завершаю большую и сложную тему равновесия. Теперь, когда вам понятен механизм действия равновесных сил, вы легко можете определить,
где кроется причина тех или иных неудач. Мы пришли к выводу, что во всем необходимо соблюдать принцип баланса. А теперь я должен вас предостеречь от чрезмерного следования ему. Если вы будете на нем зацикливаться, пытаться следовать ему фанатично, то тем самым вы нарушите сам принцип. Если сороконожке во всех деталях растолковать, как нужно ходить, она придет в полное замешательство и не сможет сдвинуться с места. Во всем нужна мера. Позвольте себе иногда немного нарушать равновесие, ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы стрелка важности при этом не зашкаливала.